Глава 101. Клинок задрожал еще горестнее. Селяне охватила легкая паника. Принц осторожно погладил саблю по тыльной стороне лезвия и произнес: «Прости, прости. Тогда я не разглядел, что это ты. Больше так не буду». После нескольких поглаживаний Эмин сощурил глаз и, наконец, перестал дрожать. Селянь спросил: «А где твой хозяин?» Позади раздался голос, не обращая на него внимания. Стоило принцу обернуться, как он тут же вскочил на ноги и со смесью радости и удивления в голосе спросил: «Сань Лан, что ты здесь делаешь?» Юношей, что с самодовольным видом стоял у принца за спиной, оказался Хуачен. Он вновь забрал черные волосы в неровный хвост, надел легкую белую сорочку, красную рубаху повязав на поясе и закатал рукава, открыв взору бледные, но крепкие руки и татуировку на предплечье. Серебряные цепочки на его сапогах тонко позвякивали при ходьбе. Весь он выглядел небрежно, будто 18-летний соседский паренек, но при этом не без щеголеватости. Покусывая травинку, юноша улыбнулся Селяню: «ГГ». Селянь предполагал вначале устроить мальчиков, а затем отправиться к Хуачену, чтобы выразить глубокую признательность за помощь, но, к его удивлению, тот явился сам. Хуачен неторопливо подошел к Селяню, одной рукой выдернул торчащую из земли изогнутую саблю, поглядел на нее немного и закинул на плечо со словами: «ГГ, у тебя здесь так много дел. Я подумал, что ни к чему тебе специально отправляться ко мне, это лишние хлопоты, поэтому пришел сам. Ты забыл вот это». На спине юноши висела бамбуковая шляпа, которую он снял и протянул Селяню. Принц оставил ее в доме купца. На миг замерев, он тут же ответил: «Я совсем позабыл о ней». «Вот спасибо». Неожиданно принц вспомнил, что после некоего события говорил Хуачену: «Я ищу свою шляпу, моя шляпа пропала». Те слова вылетали в полнейшем бреду, но Хуачен действительно отыскал его пропажу. Принц внезапно почувствовал себя ужасно неловко, испугавшись, что Хуачен станет подшучивать над ним. Но, к счастью, Хуачен даже не упомянул о том случае, а с улыбкой сменил тему: «ГГ, ты подобрал еще 2 детей». Он небрежно потрепал Гуцзы по голове, приведя волосы мальчишки в полнейший беспорядок. Кажется, Гуцзы очень испугался незнакомца, тут же спрятался за Селяня. «Все в порядке, этот ГГ хороший», — сказал ему Селянь. Хуачен, однако, возразил: «Ну что ты, куда там? Я ужасный негодяй». Он действительно так сказал, но при этом перевернул ладонь и вытряхнул из рукава крошечную серебристую бабочку, которая захлопала крыльями и запорхала перед лицом ребенка. Гуцзы раскрыл пошире черные блестящие глаза, неотрывно следя за бабочкой, а затем все-таки не удержался и принялся ее ловить. Таким образом, и настороженность мальчика по отношению к Хуачену заметно спала. Затем Хуачен с виду безразлично бросил взор на Лан Ина. В отличие от расслабленного взгляда, каким он смотрел на Гуцзы, теперь его глаза сверкнули холодом и недружелюбием. Лан Ин опустил голову и тоже встревоженно юркнул за спину Селяня. Принц, держа бамбуковую шляпу в руке, произнес: «Пришел так пришел, но зачем же наводить чистоту в монастыре водных каштанов?» Хуачен ответил: «Просто походя прибрался». «Тебе не показалось, что после того, как я избавился от всего мусора, даже улучшилось настроение и очистилось сознание?» Селянь вспомнил об исчезнувшем Цзюне и подумал, уж не выбросил ли Хуачен и его как мусор. Внезапно он услышал со двора за монастырем жуткие крики: «Хуачен, проклятый пес, чтоб тебе скатиться в ад и там зажариться в масляном котле да напороться на 1000 ножей. Убивают». Хуачен учинил смертоубийство. Гуцзы громко вскрикнул: «Отец!» и на маленьких ножках помчался на звук. Селянь направился следом. За монастырем водных каштанов протекала речушка, в которой Селянь обыкновенно стирал одежду и промывал рис. Цзюн как раз бултыхался в воде, накрепко связанный Жайо. Из последних сил высовывая лицо на поверхность, он орал, что есть мочи: «Я не вылезу. Ни за что не вылезу. Я останусь в этом теле до самой его смерти. Я не покорюсь». Хуачен выплюнул травинку: «Ты себя доблестным воином возомнил.
Никчемная дрянь. Селянь бессильно произнес: «Я пару дней назад схватил его на одной горе. Он вселился в смертного и никак не желает вылезать. Этот человек еще жив, и чтобы вытащить душу Цзэжуна насильно, придется умертвить плоть. Вот ведь. Сань Лан, у тебя есть какой-нибудь другой способ? Ты имеешь в виду способ, чтобы ему смерть показалась слаще жизни? Такого имеется в достатке». Хуачен явно угрожал Цзэжуну, и тот вновь забранился: «Вы двое. Поистине два сапога пара, бесчеловечность и коварство». Буль-буль-буль-буль, не договорив, он вновь скрылся под водой. И хотя Селянь при взгляде на Цзэжуна вспоминал тело матери, обернувшееся прахом, отчего в нем зарождалась скорбь и гнев, но все же тело мужчины принадлежало другому человеку, и его непременно следовало сберечь. Поэтому принц вытащил Цзэжуна из воды за шиворот и оставил у входа в монастырь водных каштанов. Цзэжун ничего не ел целый день и ночь, так что у него живот прилип к спине, а после подвергся издевательствам Хуачена и теперь еле-еле держался на ногах. Гуцзэ скормил ему мясную лепешку, что незаметно принес из дома купца, и тот вцепился в еду с таким остервенением, что клочки летели во все стороны, поистине зрелище жалкое и отвратное. Селянь покачал головой и заметил, что Цзэжун не может пошевелить конечностями вовсе не потому, что связан лентой. Наверняка это Хуачен применил к нему какое-то заклятие, чтобы тот оставался на месте. Принц позвал: «Жайо, вернись ко мне». Жайо уже чувствовала себя ужасно оскорбленной, поскольку ей пришлось несколько дней связывать с собой Цзэжуна. И теперь она молнией соскользнула с него, и будто белая змея, круг за кругом целиком обвелась вокруг Селяня. Принц же открыл дверь в монастырь, попутно снимая с себя ленту и успокаивая: «Ну все. Я чуть позже тебя постираю, не расстраивайся. Пока поиграй в сторонке». Лента, подчиняясь, удрученно отползла в сторону. Хуачен тоже не глядя бросил Эмин в угол, но тот еще в воздухе принял подобающую позу и опустился на пол вертикально. Жайо, что прижалась к стене, вдруг обнаружила неподалеку сверкающую серебристым блеском изогнутую саблю и осторожно подкралась ближе. Глаз на рукояти Эмина моргнул и скосился в сторону ленты, оценивая незнакомое существо. Фансинь же мертвым грузом лежал в стороне, не шевелясь и не выражая никаких эмоций. В последние дни Селянь посвящал немало времени постижению искусства приготовления пищи, и самому принцу казалось, что он добился немалых успехов, поэтому уверенность его в собственных силах многократно возросла. От всего сердца желая показать все, на что способен, и как следует уважить Хуачена, он уговорил того остаться отобедать, и Хуачен, разумеется, с удовольствием принял приглашение. В поселке Селянь купил целую гору овощей, которую теперь высыпал на стол для подношений. Взявшись за нож, принц принялся резать овощи с мерным частым стуком по столешнице. Стол для подношений в монастыре водных каштанов мог использоваться как для написания каллиграфии, так и для приготовления еды. На него принц ставил тарелки и чашки и даже сажал детей. Можно сказать, стол являлся универсальным предметом. Хуачен, прислонившись к стене, некоторое время наблюдал, затем все-таки не выдержал и спросил, не нужна ли помощь. У Селяня готовка как раз кипела в самом разгаре, и он ответил: «Не нужно. Мне будет достаточно помощи Жайо». С такими словами принц бросил на пол несколько еще не расщепленных на тонкие деревяшки дров. Хлоп. Подобно кобре-царице, белая лента хлыстом ударила по бревнам, расщепив дрова толщиной в голень на несколько тонких хворостинок. Проделав трюк, Жайо изогнулась перед Эмином и Фансинем необычайно кичливой дугой, будто демонстрируя свою силу и красоту. Но недолго ей пришлось красоваться. Селянь поставил на стол тарелку, на которую бросил большой качан капусты. Жайо вознамерилась приступить к делу, но тут Эмин, одарив ее суровым взглядом, подлетел в воздух и затанцевал, сверкая слепящими серебристыми вспышками. Все поле зрения заняли эти вспышки вперемешку с капустой, а когда Эмин приземлился, все увидели, что качан порублен на ровные мелкие кусочки. Селянь наклонился, взял тарелку и, глядя на нее, похвалил: «Вот это да, ты порезал даже лучше, чем Жайо».
Жайо немедля прилипла к стене, напоминая человека, который будто отступил на несколько шагов назад и уперся в стену, оказавшись в тупике. Эмин же принялся бешено вращать глазом, источая крайнее самодовольство, словно исполнившись божественной легкости и радости. В отличие от сабли и ленты, Фан Синь вовсе не шевелился. Принц же совершенно не замечал небольшой скрытой борьбы между волшебным оружием. Он сыпал в котел 7-8 различных видов овощей, при этом обернувшись к Хуачену. «Кстати, Сань Лан, надолго ли ты в этот раз?» Хуачен неотрывно следил за всеми действиями принца и будто бы хотел о чем-то напомнить, но все-таки решил промолчать и лишь улыбнулся. «Посмотрим по ситуации. Если не возникнет никаких других дел, могу остаться погостить подольше. Надеюсь, ГГ не побрезгует моим присутствием, если я не захочу уходить». Селянь тут же заверил: «Как можно? Главное, чтобы ты сам не брезговал пребыванием в моей каморке». Так, за праздным разговором о том о сём, принц рассказал Хуачину, как демонесса Ланчан по прибытии во дворец Шэнь устроила скандал, гневно тыча во всех пальцем. Впрочем, умолчав о том, как сам оказался подвержен обвинению, а также о проверке при помощи Яньчжэня. Однако затем принца посетила другая мысль. Он вспомнил слова Цзюнь-У о том, что у Хуачена в небесных чертогах есть лазутчик, которого пока не обнаружили, и, возможно, ему уже все давно известно. К счастью, независимо от того, знал Хуачен о случившемся или нет, он никоим образом не выказал своей осведомленности, только, кажется, задумался о чем-то. Селянь спросил: «Сань Лан, а как ты считаешь, кто же все-таки отец этого духа нерожденного?» Хуачен поднял на него взгляд, его губы тронула легкая улыбка, трудно сказать. Возможно, тот золотой пояс она действительно где-то подобрала, такое вполне вероятно. Подобный размытый ответ совсем не походил на привычный принцу характер Хуачена, и Селяню это показалось немного странным. Но вскоре его внимание отвлекло бульканье кипящего варева. Спустя еще час принц снял с котла крышку. Ранее Цзэжун питался лишь тем, что приносили селяню в качестве подношений жители деревни. И пусть обыкновенно его рацион составляли маньтоу и соленья, мучные лепешки и яйца, да еще кислые дикие ягоды, во всяком случае, это была человеческая еда. Но сейчас, стоило принцу снять крышку, монастырь водных каштанов заполнился запахом содержимого котла, и Цзэжун, которого бросили снаружи у дверей, забранился: «Проклятый небесами селянь! Белый лотос с черной сердцевиной. Лучше зарежь меня, чтобы оборвать страдания. Выудил меня из воды, лицемерно притворившись спасителем, а все для того, чтобы подвергнуть пыткам. Теперь-то я разглядел твою сущность». Перед тем, как снять крышку, селянь был полон уверенности в своем мастерстве. Однако сейчас его вновь охватили сомнения. Он приложил все силы и умения, но приготовил котел такого вот содержимого. Да еще Хуачен стоит рядом и наблюдает за ним. Что же делать? Неужели предлагать Хуачену отведать? Нечеловеческие крики Цзэжуна только сильнее раздосадовали принца. Услышав, что Хуачен, скрестив руки на груди, собрался на выход, селянь поднял ладонь и остановил его. «Ничего», — принц вздохнул, наполнил одну чашку содержимым котла и сказал Хуачену: «Это тебе лучше не есть. Подожди меня немного». Затем он вышел из монастыря, отправил Гу Цзы и Лань Ина за водой, чтобы они отошли подальше от места событий, и присел на корточки рядом с Цзэжуном, держа в руках чашку с варевом. «Братец, время обедать». Лицо его при этом лучилось доброжелательностью. Насмерть перепуганный Цзэжун завопил: «Ты чего? Ты чего? Ты чего задумал? Селянь, я тебя предупреждаю, я сейчас представляю собой живого человека, подумай как следует. Любой, кто отведает твоего варева, освободится от оков всех 3 миров и перескочит через 6 кругов перерождения, без исклю». Он так и не договорил, поскольку своими глазами увидел, как Хуачен в монастыре, стоя у котла, сам взял половник и положил себе полную чашку, затем уселся за стол и отправил кушанье в рот, нисколечко не изменившись в лице, оставшись непоколебимым, словно гора Тайшань.
Цзэжуна вмиг повергла в шок и трепет, а в сознании его промелькнула мысль, которая не возникала там еще никогда. Поистине, непревзойденный, Селянь поднес чашку к лицу Цзэжуна и хладнокровно произнес: «Не хочешь есть, хорошо. Тогда выходи». Но такому не бывать и подавно. Цзэжун крепко стиснул зубы, но Селянь с негромким щелчком разжал ему челюсть, схватив за подбородок, и насильно влил содержимое чашки в рот. В следующее мгновение небо над монастырем водных каштанов огласилось пронзительным криком. Чашка в руках Селяня опустела, а Цзэжун на земле весь скривился, даже голос охрип до такой степени, что он стал похож на старика на пороге смерти, который простонал: «Я ненавижу». Селянь сам не знал, радоваться или печалиться тому факту, что Цзэжун не пожелал покинуть чужое тело даже после целой чашки сего кулинарного творения. Он очень надеялся поскорее вытравить Цзэжуна наружу, но раз попытка не удалась, стало быть, это живое доказательство тому, что блюдо, в которое принц вложил душу, не настолько отвратное, что его невозможно проглотить. Кажется, это все-таки стоит того, чтобы порадоваться хоть немного. Обернувшись, принц увидел, что и Хуачен положил себе чашку, а теперь неторопливо трапезничал и смотрел в его сторону, уже почти расправившись со своей порцией. Взгляд принца просветлел, он поднялся на ноги со словами: «Сань Лан, ты все доел». Вначале ему показалось, что блюдо не удалось, и потому принц постеснялся предлагать его Хуачену. Но к его удивлению Хуачен решил попробовать сам, а теперь с улыбкой ответил: «Ага». Селянь осторожно поинтересовался: «И как тебе показалось на вкус?» Хуачен допил даже бульон и улыбнулся: «Неплохо. Немного рисковато, в следующий раз можно сделать чуть более пресным». Селянь вздохнул с облегчением и кивнул: «Хорошо, я запомнил. Спасибо за твое замечание. Цзэжун, буэ-э-э».